Вы тоже думаете, что коты могут благодарить за заботу только мурлыканьем? Нет, это, конечно, мило, но бывает и по-другому. Удивительная история, с хорошим концом случилась в одной из деревень Читинской области. Жила-была одинокая бабушка. И было у нее 5 котов, которых пожилая женщина подбирала на улице котятами. Выращивала их, выхаживала, кормила, да всяческим капризом кошачьим потакала. Любила она их очень, особой благодарности не ждала. И они ее любили, особенно последний, младшенький. Шестого по счету питомца бабушка подобрала на улице, совсем маленьким и лохматым. Как будто, заглянув в их совместное будущее, малыш, увидев ее, пошел ей навстречу, мяукая и моля о чем-то. Конечно, она сжалилась и забрала его домой. Подумаешь, еще один род. Котята Манулов похожи на котят своих домашних родственников, только растут намного быстрее. Соседи заподозрили что-то неладное, когда котейка Серый начал расти не по дням, а по часам, да еще и есть с аппетитом зверским. Начали подозревать, что это, все-таки, не дворняжка, а кот породы Мейн-кун. Но откуда господин такого знатного происхождения взялся бы на улице, да еще и исхудавший, изголодавшийся? Внештатное происшествие и кот-оборотень. Было заведено у соседей деревни не закрывать двери от гостей. Вот и утратила хозяйка бдительность, не заметив, как на ее имущество и жизнь позарились негодяи отпетые. А серый котенок не дремлет. Да и не котенок, он уже вовсе дикий зверь. А у диких зверей принято территорию свою охранять, да родню. Стоило сунуться в дом к беспомощной женщине, негодяям гнусным, так и получили они по заслугам. Напал на них котик. И задрал так, что на помощь стали звать. А он и подмогу набежавшую проучил. В итоге, героический кот помог полиции задержать грабителей. Да одними зубами и лапками. А лапки-то непростые, когтистые. Сам кот оказался хищным животным манулом. А у манулов зубы 3 сантиметра, и когтями они вооружены нешуточными. Опасный это зверь, дикий, из породы кошачьих, достигающий в длину 65 сантиметров, с толстым хвостом и очень густой шерстью. Вот тут и стало ясно, почему остальные бабушкины питомцы без энтузиазма его приняли. Не в ревности вовсе оказалось дело. Коты по запаху чуют инородное существо. Боятся они его и козни строят. Да, оказалось напрасно. Но это скорее исключение из правил. Манулы животные свободолюбивые. В обычных условиях предпочитают не встречаться с людьми. Даже прирученный зверь может нанести вред своему хозяину. Пушистая шерсть с густым подшерстком животного также не предполагает проживание зимой в отапливаемых помещениях. Питаются эти коты в основном грызунами, большими и маленькими, даже птицу не всегда берут. А тут бабушкины супы с хлебушком и котлетами на второе, просто невероятно. Хочется надеяться, что повезло бабушке с экзотическим котом, и он и дальше будет для нее оставаться мягким и пушистым мурлыкой. Хотя, все в этом мире возможно, ведь даже гиены оказались приручаемы и теперь являются любимицами африканских жителей. А как вы думаете, сможет ли дикий кот оставаться преданным бабуле или однажды покажет свой нрав? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.